Всем привет! Вы на канале Full Stack on Python, и сегодня у нас нестандартное начало. Мы начнем с того, что вы сделаете в домашнем задании после этого урока. Первое домашнее задание. Вам надо будет в редакторе Sublime Text поменять местами верстка это просто и картинку. То есть у вас должно быть написано верстка это просто под картинкой. Также вы создадите вот такую вот страницу. Она состоит из 7 абзацев. Мы с вами разберем, как это делать. В каждом абзаце есть жирный текст и ссылка. Ссылки вы должны будете сделать на Яндекс. То есть вот так. Чтобы они открывались в отдельном окне. Это вы прочитаете сами, как сделать открытие в отдельном окне ссылки. Чтобы они все открывались на Яндекс. Также в каждом абзаце, вот, например, здесь ссылка идет жирным шрифтом. Здесь у нас идет жирный шрифт. И потом в конце жирного шрифта ссылка. Тут у нас идет ссылка и внутри жирный шрифт. Тут у нас идет просто ссылка. В шестом абзаце у нас идет ссылка. Потом идет жирный текст. Ссылка заканчивается, жирный текст продолжается. Это я вам скажу. Здесь есть небольшой подвох именно вот в этом абзаце в шестом. Также у нас здесь есть жирный шрифт еще плюсом. Тут у нас идет в последнем абзаце жирный шрифт и ссылка. Так, давайте это закроем. Сейчас мы с вами разберем, что такое HTML и как он работает. Давайте создадим текстовый документ. Назовем его index.html. Индекс. Разрешение обязательно должно быть HTML. Да. Сохраняем. Выбираем открыть с помощью Google Chrome. Либо ставим Google Chrome основным браузером, и тогда у вас все будут открываться файлы сразу в Google Chrome. Так, вот у нас наш файл. Открываем его с помощью Sublime текста. Как же работает HTML? HTML это набор тегов и атрибутов. Есть теги парные и непарные. То есть, например, давайте рассмотрим такую ситуацию. То, что у нас есть какой-либо тег. Он записывается вот так. Потом он закрывается. То есть, также открываются кавычки, ставится слэш. И мы дописываем этот же тег. Потом непарные теги. Они записываются, просто открываются кавычки. Там пишется тег. И все, на этом закончено. У каждого тега также есть атрибуты. Атрибут это какое-либо свойство и его значение. То есть пишется атрибут. Потом ставится равно, открываются кавычки и пишется значение атрибута. Значение. Это также пишется и у одинарных тегов, то есть ставится пробел, пишется атрибут, равно, кавычки открываются, точнее скобочки, и прописываем значение. Почти у каждого тега есть атрибут. Давайте рассмотрим, как же пишется вообще HTML код. Если у вас установлен Sublime текст, то вы можете начинать писать просто HTML, нажать Enter, и у вас появится вся практически шапка. Тут нам желательно поставить отступы. Это не обязательно, потому что HTML вообще может писаться без отступов.
Но это просто, чтобы код был читабелен. Да и вам, в принципе, тоже будет удобнее с отступами работать. Так, вот это вот все вам надо будет запомнить. Doctype HTML это пишется, показывая то, что это формат HTML5. Это писать не обязательно, но как бы из перфекционизма мы это всегда должны прописывать. Вам же стоит написать HTML, нажать Enter, и у вас все появится. Также идет тег HTML, он у нас парный. Вот видите, он открывается и закрывается. К нему мы можем прописать атрибут lang и, например, ru. Это означает то, что у нас все, что содержит на странице, русский текст. Это не обязательно. Опять же, если у вас смешанные языки, это можно не прописывать, но прописать это желательно. Либо также ставите English. Давайте поставим ru, то есть русский. Также вот у нас есть тег head, он тоже парный, и тег body. Что же такое head? Это голова сайта, куда мы пишем какие-либо его значения. Например, title – это заголовок сайта. Давайте напишем что-нибудь. Давайте тестовая страница. Тестовая страница. Сохраним и посмотрим, что у нас получилось. Сейчас мы видим индекс HTML сверху. Перезагрузить. У нас появилась тестовая страница. Что еще делает этот заголовок? Точнее, название сайта. Давайте введем верстка сайта. Все, что нам выдается вот здесь, все, что нам выдает браузер, это идет с помощью тега title. Поэтому указывайте его для каждой страницы отдельно. Также сюда мы должны прописать обязательно тег meta. Meta, к нему пишется атрибут chartset, равно, кавычки открываются, UTF-8. Это кодировка, чтобы ваш код не сбился. UTF-8 это код, на котором прописывается HTML, CSS и JavaScript. Сейчас, в принципе, все. Этого достаточно вам использовать в шапке. Body – это тело документа. Это, в принципе, весь код HTML, который мы видим на странице. Давайте, например, напишем текст. Так. Давайте поставим тут пробел. Ctrl-C. Ctrl-V. Давайте напишем много раз текст. И посмотрим, что у нас получилось. Давайте вот так сохраним. Сохранять вы можете через файл, Save, либо же нажать сочетание клавиш Ctrl-S. Это тоже сохраняет. Посмотрим, что у нас получилось. Обновим. Также можете нажимать F5, это будет обновлять страницу. И вот у нас создана, по сути, простая HTML страница, где у нас расположен текст. Что мы еще можем сделать? Мы можем поставить заголовок страницы, то есть это тег h1, это самый большой заголовок. Давайте напишем заголовок страницы. Есть 6 уровней заголовков, то есть h1 это самый большой и h6 это самый маленький. Вот смотрите, что у нас получилось. Вот у нас заголовок h1 появился. Давайте сделаем его
поменьше, самым маленьким, например, H6. Это последний, который можно сделать по величине, то есть самый маленький. Сохраним и посмотрим, что у нас получилось. Также есть внутренние отступы. Заголовок жирный, но просто он меньшего размера. Давайте вернем H1. Сохраним. У нас снова большой заголовок. Давайте пропишем к нему атрибут. Например, это будет атрибут title. Title. Это подсказка, которая вылазит при наведении курсора. Напишем заголовок. У нас уже сохранилось. Так, Ctrl-S. В принципе, ничего не поменялось, но если мы наводим, то у нас появляется подсказка. Вот мы это видим. Заголовок. Также, как еще прописываются атрибуты? Мы можем сделать одному тегу несколько атрибутов. Точнее, хоть сколько. Давайте пропишем еще один атрибут. Align. Давайте напишем центр. Сохраним и посмотрим, что у нас получилось. Наш заголовок выровнен по центру, и у него также есть подсказка. Но атрибут Align устаревший. Сейчас все делается в CSS. В HTML5 использовать его не рекомендуется. Какие еще есть теги? Сейчас мы их рассмотрим. Давайте, один из основных тегов это тег P. P это абзац. Он встречается очень часто, поэтому вам надо запомнить. Давайте я сделаю второй абзац, чтобы нам было понятно. Ctrl-S. Смотрите. У нас появилось два абзаца. У каждого абзаца есть отступ сверху и отступ снизу. Так. С этим понятно. Разобрались. Давайте посмотрим, какие еще есть теги. Вообще теги мы можем посмотреть на таком сайте, как WebReference. Я оставлю ссылку. webref.ru. Открываем. Смотрим. Справочник. HTML. Здесь мы видим все теги HTML. Их не так много. Большинство из них используется редко. Вот из тегов А используется часто ссылка. Давайте же попробуем сделать ссылку. Давайте, это парный тег. Давайте попробуем сделать вот это предложение с ссылкой. Закрывается. Также у атрибута А обязателен, у тега А обязателен атрибут href. Он используется для того, чтобы добавить адрес ссылки. Если вы не хотите добавлять адрес, ставите решетку. Если же хотите добавить, просто копируйте адрес. Давайте возьмем этот и вставим. Ctrl-S. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Обновим. Вот у нас появилась ссылка. То есть вот мы нажмем. Оно открывается в этом окне. Ваша задача в домашней работе сделать, чтобы оно открывалось в новом окне. Вот мы перешли. Давайте разберем еще два тега. Это будет тег B и Strong. Давайте посмотрим, что они делают. Давайте используем тег B. Нет, давайте используем тег Strong. Strong. И давайте вот здесь напишем тоже. Так. Strong. Это мы удаляем. И сюда дописываем, чтобы закрыть тег А. Так, сохраняем. И что у нас получается?
Давайте напишем еще B. Давайте куда-нибудь вот сюда напишем B. Так, извиняюсь. Так, B дописали. И давайте допишем еще B. Точнее, закроем его. Посмотрим, что у нас получится. Перезагрузить. Так. Мы не закрыли тег strong. Давайте закроем его. Перезагрузить. Вот, у нас выделился текст. Это у нас B. Это у нас strong. То есть B и strong это выделение жирным шрифтом. Вы не можете сделать, например, открыть ссылку, написать тег B, закрыть ссылку. Так, вот мы видим, у нас даже автоматически закрылась B. И закрыть B. Так мы не можем сделать. То есть это у вас будет, как я говорил, в 6-м абзаце. Вам надо будет подумать, как сделать так, чтобы теги вот так не пересекались. Всем спасибо. Я надеюсь, вам понравилось. В следующем видео мы рассмотрим основные стили и селекторы и свойства CSS.